Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Южная Америка, почти как Африка, полна всевозможных созданий, у которых чувство страха отбито примерно так же, как и у медоеда. Но особенно хитрые представители семейства куньих создают настоящие ОПГ по третированию жителей Амазонки. Под раздачу попадают кайманы, анаконды и даже ягуары. Ролики про всех этих животинок есть в плейлисте «Животные Америки». Ну а вообще в Южной Америке, в лесах Амазонии происходят самые настоящие супергеройские столкновения. Здесь живут мощные кошки, ягуары пума, одна из крупнейших в мире змей, анаконда. В воде поджидают грозные черные кайманы и безжалостные пираньи. И как вишенка на торте, наш сегодняшний гость суперхищник, умный и очень сильный зверь, способный, если не один, то группой справиться с любым врагом. Встречайте бразильскую выдру, она же гигантская выдра, вид млекопитающих семейства куньих, обитающий в тропических лесах бассейна Амазонки. Этот вид был открыт в 1788 году. Его латинское название переводится как «крылохвостый» и происходит от формы хвоста, который у гигантской выдры плоский, в отличие от других куньих, имея длину тела до 2 метров, из которой около 70 сантиметров составляет хвост, и вес свыше 20 килограммов. Гигантская выдра с большим отрывом является самым крупным представителем подсемейства выдровых, обитающим в пресной воде. Например, живущий в открытом море калан, хоть и не достигает размеров гигантской выдры, все же превосходит ее по количеству жирка. Гигантская выдра великолепно приспособлена к наземно-водному образу жизни. Форма тела бразильянки обтекаемая, так что выдры выполняют головокружительные финты без особых сложностей, даже несмотря на свои размеры. Выдры обладают прекрасным зрением, но в мутной воде зрение не очень хороший помощник, поэтому под водой они ориентируются в основном на слух и осязание. Остистые волоски длиной менее сантиметра прилегают настолько плотно друг к другу, что кожа практически не намокает при плавании. На лапках между пальцами есть перепонки, благодаря чему они выполняют роль очень эффективных ласт. На горле и груди у выдры белые пятна, которые имеют индивидуальную форму у каждой особи. Благодаря этим отметинам животные узнают друг друга при встрече, поднимая голову и демонстрируя свой рисунок. В отличие от своей далекой родственницы, европейской выдры, гигантская выдра активна в дневное время и вообще не очень боязлива, я бы сказала, по-хамски нахально. Вдоль берегов южноамериканских рек ее можно встретить в группах от 5 до 8 членов организованной преступной группировки, изредка даже до 20. В воде она охотится за рыбой, змеями, включая анаконд, и водными птицами. На суше не брезгует грызунами и птичьими яйцами. За день эти милые троглодиты способны проглотить до 20% собственного веса. Охота организована в группах, то есть участники одной из такой охотничьей группы загоняют добычу с вполне конкретным умыслом. Сила и, главное, наглость
позволяют выдрам охотиться даже на кайманов, аллигаторов и анаконд. Эти бразильянки настолько самоуверены, что без труда нападают на ягуаров. Хотя американский кошак обычно предпочитает с ними не связываться. Живут гигантские выдры большой крестной семьей, а заправляет этим мафиозным кланом крестная мать, да? Потому что у бразильских выдр матриархат. Именно она ведет членов своей ОПГ на охоту и разбирается со всеми криминальными проблемами в районе Амазонии. Самцы же постоянно патрулируют территорию, помечая ее и предупреждая братьев по оружию об опасности. Если члену мафиозной семейки, не дай бог, кто-то угрожает, к нему незамедлительно подоспеет помощь в виде вооруженной зубами и когтями братвы. Территорию для проживания выдры выбирают не случайным образом. Они создают себе логово с настоящим приусадебным участком. Обычно они роют логово под упавшими деревьями или между корнями, а по краям занятой территории устраивается одна или несколько уборных, которые посещают все члены группы. И последний штрих – это запаховые метки по периметру участка. Право на любовь есть только у крестной мамы и ее партнера. Все остальные члены ОПГ – это их старшие или младшие дети. Кстати, это очень напоминает иерархию волчьей стаи. Подробнее об иерархии вы найдете в ролике про мельвильских волков в плейлисте «Собаки». В семье бразильских выдр всегда царит гармония. Они всегда поддерживают теплые взаимоотношения, вычесывают друг другу шерстку и общаются с помощью различных звуков. Большое количество естественных врагов молодняка гигантской выдры, например, кайманы или ягуары, которые постоянно вымещают месть на выдрятах. Это создает необходимость рожать крестной матери не меньше 2 раз в год. Рождается обычно от 1 до 5 выдрят. И пока малыши не подрастут, все семейство будет тщательно охранять логово. Через 3-4 месяца ребятня уже переходит на твердую пищу, а дееспособной боевой единицей выдренок становится примерно к году, а в возрасте 2 лет становится половозрелым. И тут-то у молодого и амбициозного выдренка встает выбор: остаться с семьей или отправиться на поиски своего личного ОПГ. Выбирая взрослую и независимую жизнь, самцы и самки из разных групп отправляются на поиски друг друга, дабы образовать новую шайку-лейку беспредельщиков. Если же похождения не увенчались успехом, родня принимает незадачливого подростка обратно. Средняя продолжительность жизни гигантских выдр составляет около 10 лет. Кстати, в том же ареале, где гигантская выдра живут более мелкие американские речные выдры, которые по размеру и поведению напоминают наших европейских выдр. Основными причинами вымирания гигантских выдр стало прямое их истребление браконьерами ради меха, а также разрушение среды обитания. А еще бразильянки отказываются размножаться в условиях зоопарка, в чем их можно понять, а на популяцию все эти факторы действуют крайне отрицательно. Ну что, теперь вы знаете, что, купаясь в Амазонке, нужно бояться не аллигаторов, ягуаров и анаконд, а гигантских бразильских выдр. А как вы думаете, степень интеллекта этих выдр достаточно развита? Напишите свое мнение в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого
какого-либо животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!